Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по плетению браслетов из медной проволоки. Я использовала проволоку от электропроводки с данной маркировкой. Реальная толщина проволоки 1 мм. Отмеряем 3 отрезка под 43 см и складываем пополам, образуя каплю. Внешнюю каплю надо сделать немного больше, чтобы в дальнейшем можно было к ней присоединить колечко для застежки. Фиксируем каплю малярным скотчем. Слегка отгибаем крайний правый конец снизу и крайний правый конец сверху. И перекручиваем их на 180 градусов. Средний и верхний конец укладываем вниз за перекрученный конец, а средний и нижний конец укладываем сверху верхнего конца и снова перекручиваем. Снова средний и верхний конец укладываем за перекрученным концом, а средний и нижний конец кладем сверху, но на этот раз их не перекручиваем. Верхний левый конец изгибаем дугой и укладываем за 2 верхних конца. Нижний левый конец изгибаем дугой и кладем сверху и перекручиваем их на 180 градусов. Плетение повторяем, начиная со среднего верхнего конца. Закрепляем по 2 конца вместе и откусываем лишнюю проволоку. На конце делаем 2 петли для крючка. Браслет выравниваем на наковальне, слегка постукивая по плетению. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку в описании. Шлифуем войлочным диском с использованием полироли. Промываем в мыльном растворе и в воде. Теперь браслет можно свернуть, а можно изменить дизайн с помощью медной пластины. Вырезаем пластину и наносим на нее текстуру мятого металла, ударяя молотком со сферической поверхностью. Маркером наметим отверстие для закрепок. Пробойником сделаем углубление и просверлим отверстие тонким сверлом, или сделаем их пробойником, ударяя поочередно с каждой стороны. Теперь пластину надо хорошо зачистить напильником. Делаем из проволоки П-образную закрепку и скрепляем 2 части с 2 сторон браслета. Острые края зачищаем напильником. Орнамент плетения можно немного усложнить, добавив завитки сверху и снизу браслета. Техника плетения при этом остается прежней. Теперь браслеты можно свернуть и покрыть разведенным в ацетоне цапан лаком.
Иисус, живя на земле, обращался к ученикам и к народу, который толпами ходил за ним, такими словами. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Все мастер-классы вы найдете на моем канале. Если видео было для вас полезно, не забывайте подписаться, поставить лайк, написать комментарий. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья!